Я вас категорически приветствую на канале Мастер Викинг. Продолжаем играть в увлекательную умопомрачительную игру Викинги War of Clans. И сегодня мы продолжаем традицию, второй выпуск мастерской новостей, в которой вы узнаете те события, которые нас ожидают в ближайшем будущем. Апдейты, улучшения и неожиданные повороты событий. Об этом вы увидите прямо сейчас. Поехали! И первая новость, которой поделился с нами уважаемый Торин, это дополнительные башни Одина в цитадели клана. Наконец-то дождались. Сие событие мы ждали, оно было анонсировано, довольно-таки предсказано и неотвратимо приближалось к нам. Что же из себя представляет данная обнова, попробуем посмотреть более детально. Дополнительные башни Одина представляют собой клановые крепости в долине асов, которые вождь клана может построить в дополнение к башне Одина в цитадели. Да ладно! Что же изменится? А изменения в игре представляют следующее. Дополнительные башни Одина — это новые крепости, которые можно строить исключительно в долине асов. Новый экран осады отображает абсолютно все походы на все башни в активном режиме осады. В качестве небольшого пожелания и просьбы хотелось бы обратиться к уважаемым разработчикам при внедрении данного обновления предусмотреть возможность игрокам видеть походы в союзную цитадель. Это облегчит и сделает комфортным нашу игру, а также возможность забрасывать ресурсы и драгоценную пыль для запуска цитадели. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры? Где деньги лежат? Отряды NPC становятся сильнее с каждой последующей башней. Режим осады расширяется с учетом дополнительных башен. Дополнительные башни Одина — это клановые крепости, которые вождь может строить в долине асов при соблюдении определенных условий. Во время активации режима осады игроки клана и союзники могут защищать башни от атак NPC и вражеских игроков, так же как и башню Одина в клановом городе. Башни не имеют стандартного маркера уровня и стандартной механики улучшения. При этом каждая последующая башня в обороне против отрядов NPC во время режима осады, как говорится, сложнее предыдущей. Что касается постройки башен. Для постройки башен требуются клановые ресурсы и драгоценная пыль. Строительство занимает определенное время, и процесс можно ускорить клановыми ускорениями. Количество клановых крепостей, которые можно построить, ограничено. В первой итерации планируется ограничение в 4 крепости. Процесс возведения происходит последовательно. После строительства первой башни вождю становится доступно для возведения следующее и так далее. Обратите внимание, что стоимость строительства каждой последующей башни дороже предыдущей. Ну, я не знаю, я не удивлен. На постройку башен действуют следующие ограничения. Строительство башен становится доступным до достижения определенного уровня кланового города. Место для строительства башни должно располагаться на расстоянии не более определенного количества клеток от цитадели клана или другой башни Одина. Место для строительства должно находиться на территории долины асов. Башни нельзя строить во время режима осады. Естественно. Взаимодействие игроков с башнями. Механика взаимодействия с башнями Одина такая же, как и в клановом городе. Клановые игроки и союзники могут отправлять подкрепления в башни в любое время. Вражеские игроки могут отправлять войска в атаку, штурм или шпионаж каждой башни только исключительно в режиме осады. Режим осады. Оружие на пол, руки за голову, всем лежать, морды в пол! Для режима осады сохраняется старая механика и добавляются следующие особенности. Стоимость активации зависит от количества построенных башен Одина. Чем больше башен, тем дороже. Прошу обратить на это внимание. Режим активации одновременно для всех башен Одина. Провести осаду только для отдельной крепости невозможно. Отображение башен Одина на карте мира, они занимают одну клетку и визуально будут отличаться друг от друга. Башня Одина позволяет вождю и старейшинам активировать статус осада. Это открывает доступ к сражениям с отрядами под командованием Йотуном и с войсками других ярлов, которые могут атаковать цитадель и дополнительные башни Одина.
Количество и сила отрядов, возглавляемых йотунами, зависит от уровня башни Одина и цитадели клана, и они увеличиваются с каждой дополнительной башней. На всех уровнях вместе с другими отрядами цитадель могут проникать шпионы, которые командуют йотуны-лазутчики. Сражаться с ними могут только ваши шпионы. На защиту башен Одина в любое время можно отправлять подкрепление. А также спешу порадовать уважаемых игроков и подписчиков приближающейся возможностью производить автоинкрустацию и смену сета героя и шамана в нашей умопомрачительной любимой игре Vikings War of Clans. Что же я могу сказать касаемо предстоящей обновы? По моему мнению, данная обнова будет не только судьбоносной, но и в то же время внесет определенное разнообразие в игру и изменит ход событий, добавит определенные тактики, которые не только повлияют на стратегию, подбор и выбор техники своей игры, но и улучшит взаимодействие в игре между игроками. Но это не точно. Ребята, я считаю, что это немаловажная история, потому что играть в соло-циты, соло-кланы, конечно, замечательно, но самое главное, по моему мнению, помнить о том, что игра это называется Vikings War of Clans, и самая ключевая фраза здесь является клан. Если нет клана, то соло так себе игра. Хотя у каждого свой выбор, свое мнение и свое решение. Равно как решение подписываться на канал, задавать вопросы и получать ответы. Да пребудет с вами сила, с вами я, Мастер. Сделать сказку без риска, работай как мастер, чтоб не потерпеть фиаско.